Фрэнк поспешно отвез Карен в больницу, так как она чувствовала, что вот-вот родит. Когда Карен наконец родила, схватки продолжались 48 часов, но доктор быстро побледнел, когда увидел, что она родила. Он не мог подобрать слов. Карен сообщили, что необходимо провести дополнительные тесты, чтобы обеспечить безопасность тройняшек после того, как их заберут. Доктор вернулся позже. Это не к добру, верно? Все его лицо стало пунцовым, и он не может встретиться взглядом ни с Карен, ни с ее мужем Фрэнком. Никто никогда раньше не видел, чтобы он так себя вел. Что происходит? Когда он начинает говорить, он заикается, мне очень жаль, что пришлось начать с этого. Врач посоветовал родителям пройти дополнительные обследования. Сдерживаемые эмоции Карен наконец прорвались наружу. Ей было необходимо увидеть своих малышей, но врач предупредил, что это может быть слишком рискованно для них. На вопросы нужно было ответить. Карен умоляла о встрече с 3 новорожденными. Врач был непреклонен. Он так не хотел делиться с ними, что даже не хотел этого делать. Даже Фрэнк начал испытывать некоторый гнев. Поднявшись, он твердо заявил врачу, что никто не помешает ему увидеться с детьми. Фрэнк пешком направился в исследовательский отдел больницы. Хотя доктор этого не ожидал, он немедленно связался с охраной, чтобы обеспечить задержание Фрэнка. Фрэнк не стал сопротивляться, так как знал, что от этого будет только хуже. В конце концов, медицинский персонал помог ему выйти за дверь. Карен, однако, была вынуждена остаться. После этого Карен перевели в другую камеру. Фрэнка отправили домой, когда она спросила о нем. Карен была вынуждена остаться для дальнейшего допроса. Чтобы выяснить, что происходит с тройняшками, им потребовалась дополнительная информация. Как и ожидалось, Карен засыпали вопросами о ее беременности, на большинство из которых она поначалу уклонялась от ответа. Она не думала ни о чем, кроме своих тройняшек. Затем медсестра подчеркнула Карен, насколько важно для благополучия ребенка, чтобы она откликнулась. До сих пор Карен понятия не имела, насколько все плохо на самом деле. Карен задали вопрос. «Вы уверены, что Фрэнк – отец ребенка?» Эта новость ошеломила Карен. Как они могли предъявить к ней такое требование? Нет никаких сомнений в том, что отцом ребенка был Фрэнк. По словам медсестры, Карен, казалось, пыталась что-то скрыть от них. Карен опустила ключевые детали ситуации. В состоянии стресса Карен начала плакать. Многое происходило до и во время беременности. При мысли о том, что ей придется кому-то рассказать об этом, ей стало не по себе. Могло ли случиться так, что ее собственное рискованное поведение только что подвергло опасности ее детей? Медсестра посоветовала Карен не разглашать информацию, если она этого хочет. Медсестра, однако, заверила Карен, что ей не стоит беспокоиться. Они договорились сохранить свои разговоры в тайне. Затем Карен начала рассказывать истории из своего детства. Карен так старалась объяснить, что она сделала, что чуть не потеряла дар речи. До того, как она встретила Фрэнка, она вела очень бурную жизнь. Она была настоящей тусовщицей. В результате усилий Фрэнка она сбавила темп. К сожалению, к тому времени, возможно, было уже слишком поздно. К своему полному удивлению, она обнаружила, что беременна. На протяжении всей беременности она страдала от сильных необъяснимых болей в животе. Однако врач неоднократно заверял ее, что все в порядке. По словам Карен, это было совершенно типичным явлением на протяжении всей беременности. Как вы думаете, врач что-то упустил? Медсестра заметила что-то необычное, просматривая результаты анализов, ранее проведенных другими врачами. Были допущены многочисленные упущения. Казалось, что они пытались сохранить тайну. Необходимо что-то предпринять, чтобы выяснить правду. До сих пор Карен не осознала всей серьезности ситуации. Медсестра вызвала врача. Ее запрос касался последних результатов лабораторных исследований.
Однако врач, который наблюдал за анализами, был уволен 2 неделями ранее. Это как-то связано? Доктор продолжал уверять Карен, что с тройняшками все будет хорошо. Однако им нужно было самим решить, смогут ли они выжить без посторонней помощи. Для больницы рождение тройни, несомненно, было событием исключительным. Затем врач сообщил Карен, что ей самой придется провести ночь в больнице. Карен принимает осознанное решение о том, что она больше не будет бороться. Она подозревала, что сотрудничество с врачом пойдет на пользу и ей, и ребенку. У Карен также был тайный план на ту ночь, поэтому можно с уверенностью предположить, что Карен не провела ночь взаперти в своей комнате. Поэтому она встала с постели, чтобы отправиться на поиски своих детей. Им пришлось уступить и позволить ей подержать ребенка. Происходящее заставило ее заняться расследованием. Впоследствии она глубоко пожалела о своем решении. Карен имеет общее представление о том, где в больнице содержатся младенцы. Карен удалось встать с постели во время последнего визита медсестры. Пришло время выяснить правду. Карен тихо пробралась на верхний уровень. Ее тело было переполнено адреналином. Она думает, что почти достигла цели, но Карен должна была быть настороже, поскольку охрана патрулировала территорию. Она совсем не развивалась. Это означало, что она не могла претендовать на работу в медицинском центре. Затем она вошла в детскую. Одна проблема заключалась в том, что дверь была заперта. Оказавшись внутри, Карен обнаружила, что ей было отказано в доступе, потому что у нее не было карточки ключа. У нее не было другого способа проникнуть в здание, кроме как через это место. Она подозревала, что знает, где его можно купить, но осторожность была оправдана. Она никак не могла избежать поимки после родов, поэтому об этом не могло быть и речи. Ключ-карту можно было получить только в службе безопасности. Карен подозревала, что там могут быть дополнительные карты-ключи. На самом деле она что-то планировала. Она натыкалась на стену всякий раз, когда охрана патрулировала территорию. Необъяснимым образом она получила ключ-карту. Забота о своих малышах была для нее главным приоритетом. Карен спешит обратно в детскую. Быстрым движением карточки ключа она отпирает дверь. Затем с ее губ срывается вздох облегчения. В двери появилась трещина, и она постепенно открылась. Ей нужно было немедленно найти их. Поскольку она некоторое время не видела своего ребенка, это было непростое время для нее. К счастью, на устройствах есть название. Она входит и сразу же начинает осматриваться. К сожалению, она, похоже, не захватила с собой никого из своих малышей. Затем краем глаза она замечает уникальный аппарат. Вероятно, это он и есть. Она подходит к окну и опускается на колени. Карен начинает плакать, когда видит своих детей, а затем с пронзительным криком отпускает их. Если кто-то и слышит ее, это ее нисколько не беспокоит. Она чувствовала, что эмоции вот-вот выплеснутся наружу. Давление было слишком сильным, чтобы она могла его вынести. Затем она услышала, как кто-то идет по коридору. Внутрь ворвались врач и несколько медсестер. Карен лежала на земле возле дома со своими 3 детьми. Карен. В результате они приготовились к худшему. Карен была по-настоящему ошеломлена, когда медсестры подошли и сели рядом с ней. Вздохнув, доктор вздохнул. Вот почему они были так непреклонны в том, чтобы Карен держалась подальше от своих детей, пока у них не будет ответов на некоторые вопросы. Это была хорошая новость, что дети все еще были живы, но они застряли, пытаясь объяснить Карен что-то, чему у них не было объяснений. Ради Карен, пожалуйста, объясните. Ей любопытно узнать причину необычных черт лица ее детей. Ее гнев еще больше усиливается, когда врач не предлагает никаких утешений. Доктор говорит, что результаты анализов, скорее всего, будут доступны завтра, и уведомляет Карен об этом за день. Карен с этим не согласна и в результате поднимает шумиху. Врач рекомендует Карен немного отдохнуть и лечь спать пораньше.
Они даже говорят, что хотят дать ей лекарство, которое поможет ей уснуть сегодня вечером. Карен не хочет этого слышать. Она отказывается сдвинуться с места ни на дюйм. Единственный выход, который есть у доктора — уложить Карен в постель против ее воли. Ее также заперли для ее же собственной безопасности. Карен настолько травмирована тем, что увидела той ночью, что совсем не может заснуть. Ее новорожденные не казались здоровыми. Для нее и Фрэнка это, возможно, худший из возможных исходов. С каким нетерпением она ждала следующего утра. Это помогло бы врачу прийти к определенному выводу. По крайней мере, так она предполагала. На второй день доктор входит в палату с озабоченным выражением лица. Он говорит серьезно. Он просит Карен немедленно привести Фрэнка сюда. Она должна заверить врача, что может сохранять спокойствие, и Фрэнк должен сделать то же самое. Фрэнк входит и сразу же обращается к Карен. «Что вы наделали?» Врач просит Фрэнка замолчать и присесть. То, как он обошелся с Карен, было совершенно неоправданным. Он понятия не имел, что происходит. Фрэнку не терпится поехать, но он сомневается в отцовстве младенцев. Карен пытается заверить его, что она не сделала ничего плохого. Затем она настаивает на том, чтобы доктор сделал анализ ДНК, чтобы определить, является ли Фрэнк биологическим отцом тройняшек. Это мнение доктора тоже. Доктор запросил у Фрэнка образец ДНК. Несмотря на то, что Фрэнк ничего не понял, он согласился. Он надеялся на ответ. Врач предположил, что, учитывая ДНК Фрэнка, он, возможно, сможет определить, что было не так с младенцами. Врач сообщил Фрэнку и Карен, что результаты анализов будут доступны только через несколько часов. Карен решила подождать отдельно от Фрэнка, который все еще кипел от сдерживаемого гнева. В конце концов доктор вернулся. Доктор пригласил Карен зайти еще раз, чтобы передать ей результаты анализа ДНК, который он принес в нераспечатанном конверте. Даже у доктора были некоторые опасения по поводу того, что может произойти. Какие варианты были у Карен, если бы выяснилось, что Фрэнк не был отцом ребенка? Ее лицо побледнело, когда он открыл посылку. Именно в этот момент доктор повернулся к Фрэнку. Фрэнк занервничал из-за прогноза врача и начал потеть. Внимательно изучил результаты лабораторных исследований. Все оказалось не так, как он ожидал. Фрэнк, однако, был обеспокоен, поскольку доктор, казалось, был в шоке. По словам доктора, в этом не было ничего необычного. Фрэнк является биологическим отцом Карен, но ДНК Карен обнаружить не удалось. У Карен было много вопросов. Врач не находил слов, но я заверил их, что сегодня они найдут ответ. Карен срочно нужно навестить своих маленьких детей. На этот раз врач сказал, что он будет сопровождать Фрэнка и Карен в родильную палату. Фрэнк очень озадачен, впервые увидев своих детей. В отличие от Карен, у него не было действительно сильной реакции. Тем не менее, у него осталось много вопросов без ответов. Врач заверяет супругов, что они неустанно работают над поиском решений. Несколько врачей проводят дополнительные часы в лаборатории, пытаясь выяснить, почему их дети получают такие необычные результаты анализа ДНК. В большинстве случаев врачи даже не рассматривают возможность проведения кожного теста. Кожа ребенка берется осторожно, без какого-либо дискомфорта для ребенка. Врачи предполагают, что это займет несколько часов, но уверены, что это даст окончательный ответ. Карен снова начала капризничать. Она вдруг заявляет, что, скорее всего, их новорожденных подменили, и начинает искать своего ребенка. Фрэнк был уверен, что Карен сошла с ума. Сначала доктор вмешивается, пытаясь помешать Карен прийти к такому заключению, но в конце концов сдается и позволяет ей справиться с этим самостоятельно. Карен до сих пор не вышла из состояния отрицания. Она утверждает, что ребенок не ее, поэтому она не заинтересована в том, чтобы оставлять его у себя. На какое-то время Фрэнк и доктор позволили ей выплеснуть свой гнев.
Карен сдалась и села на пол, признавая свое поражение. Фрэнк умоляет Карен сделать это. Доктор заверил их, что нет необходимости беспокоиться о здоровье ребенка. Просто все заняло больше времени, чем планировалось, и результаты будут доступны завтра. В тот вечер они подробно обсудили свои варианты. Все обнаружилось бы на следующий день. Им было тяжело ждать так долго. Однако это было неизбежным злом. Они проснулись и сразу же стали ждать у телефона. Потенциально врач может позвонить в любое время. Они попытались дозвониться до кабинета врача, но он или она в это время были заняты. Телефон зазвонил, и я снял трубку. Они берут трубку, и атмосфера становится напряженной. Доктора Карен переводят на громкую связь. Затем он продолжает описывать их усилия и объявляет, что они нашли решение, которое хотели бы представить лично. Фрэнк и Карен поспешно садятся в машину. Карен нервничает всю дорогу до отделения неотложной помощи. Кажется, она полностью избегает Фрэнка, а она совершенно не готова к этому. Но она беспокоится, что доктор даст ей ответ, который ей не понравится. Они прибыли после, как ей показалось, чрезвычайно долгой поездки. Оказавшись внутри, доктор просит их присесть. Медсестра вводит тройняшек, и он сообщает им хорошие новости. Они тоже выяснили, почему младенцы такие маленькие. Карен вот-вот закричит. Матка Карен была слишком тесной для развития ребенка. Врач уверяет нас, что состояние детей постепенно улучшится, и они вырастут здоровыми, с нормальным ростом. И Карен, и Фрэнк вздыхают с облегчением. Даже ДНК была расшифрована для зрителей. Совпадение могло бы быть найдено, если бы они сразу взяли анализ ДНК Карен.